Всем привет! Меня зовут Виолетта, и я приветствую вас на моем канале. В сегодняшнем видео речь пойдет про приложение Notion, которое позволит каждому студенту улучшить качество своего обучения, сделать жизнь комфортной и подготовку к сессии легкой. Вообще, приложение Notion стало для меня открытием 2021 года, потому что именно в начале 2021 года моя очень хорошая подруга прислала мне конспект в Notion. Я его посмотрела и поняла, что «а почему я не знала об этом приложении еще до 2021 года?» Соответственно, Notion. Notion — это кроссплатформенное приложение, к которому у вас есть доступ прямо из браузера, из десктопного приложения, из обычных приложений на мобильных телефонах. Соответственно, это такая глобальная сеть, к которой вы можете подключиться абсолютно с любого устройства. Сейчас я сделаю небольшое отступление, которое является очень-очень важной фичей, о которой, возможно, вы еще не знали. Как вы можете заметить, я использую Personal Pro Plan. Это Pro-версия обычной Personal версии. Но вы мне можете сказать: Виолетта, ну вот я же бедный студент. Откуда у меня есть деньги на Pro-версию? И я вам отвечу, что все это решаемо, потому что Notion, как и многие другие приложения, предоставляют бесплатный доступ для всех студентов. Если вы учитесь в высшем учебном заведении, например, вы знаете, что я учусь в высшей школе экономики, соответственно, у меня есть своя корпоративная почта с доменом edu.hse.ru. Я могу получить бесплатную подписку в Microsoft Office, в Apple Music, в JetBrains, в Asos доставка и также в приложение Notion. Если вы регистрируетесь с вашей корпоративной почтой в этом приложении, или меняете вашу обычную почту на корпоративную, то у вас автоматически появляется Pro Plan. Я считаю, что это очень-очень классно, и поэтому, пока ты студент, обязательно пользуйся всеми преимуществами, которые тебе дает жизнь. И теперь мы можем вернуться непосредственно к Notion, да, Геля? В первую очередь я использую Notion в качестве планера. Вы видите, что здесь у меня task list, в котором у меня есть колонка с тем, чтобы сделать что-то, в то, чем я сейчас занимаюсь, и то, что у меня сделано. Например, почему я очень люблю использовать Notion. Прости, пожалуйста, Геля, я тебя не заметила. Точнее, я тебя заметила, но прости еще раз, пожалуйста. Так вот. Почему я использую планер именно в этом приложении? Потому что я его могу сама написать. Я могу поставить те колонки, которые нужны мне. Я могу поставить даты, какие хочу. Могу поставить стики, которые хочу. И, в общем, поскольку здесь я вольна делать сама все, что угодно, это как обычная ручка и бумага. Поэтому мне безумно нравится использовать именно этот task-лист. Более того, например, вы сейчас видите, что мне необходимо записать ролик про Notion, и это я делаю непосредственно сейчас. И все вот эти вот блоки, ячейки очень удобно здесь перетаскивать. И я бы воспользовалась специальным шаблоном, который предоставляется Notion, и поэтому безумно счастлива, что мне даже не пришлось сделать самостоятельно какую-то часть работы. Еще мне очень-очень нравятся обложки, которые предоставляются самим приложением. Например, это картина Рембрандта «Ночной дозор», которая мне безумно нравится. И я не знаю, почему именно ее я решила поставить на task-лист, но в любом случае я испытываю колоссальное эстетическое удовольствие, когда смотрю на свой Notion. Помимо обычного планера, Notion можно, и я думаю, нужно использовать как приложение для подготовки к сессии. Например, если вам необходимо писать различные билеты для подготовки к тем или иным контрольным работам. Например, у нас нет как таковой системы билетов в высшей школе экономики, но, например, у нас есть микроконтрольные работы, которые происходят после каждой лекции. Соответственно, мы должны написать теорию, которая была на лекции. Для этого безумно удобно использовать непосредственно Notion. Почему? Потому что Notion предоставляет возможность писать на языке разметки Markdown.
Более того, это, наверное, одно из единственных приложений, в котором качественно поддерживается LaTeX. То есть не всегда бывает удобно компилировать, вообще писать все, что только можно в LaTeX, но с помощью LaTeX писать все очень удобно. Поэтому, как вы можете заметить, здесь у меня есть небольшие вставки, которые у меня непосредственно написаны на LaTeX. Конечно же, у такой системы существуют свои проблемы и недостатки. Например, для того, чтобы мне качественно написать тот или иной момент, мне необходимо потратить просто огромнейшее количество времени, потому что, вы сами видите, что как бы качественно человек не владел латехом, как бы быстро он не писал различные формулы там, все равно это достаточно долго, особенно если ты просто хочешь сделать что-то красиво. Например, давайте также посмотрим сейчас на лекцию 11, которую я не дописала, как вы могли заметить из самого первого таск-листа. Соответственно, если я что-то пишу уже качественно, и я знаю, что ответ на этот вопрос уже существует, то я просто выделяю, что я это сделала, а то, что я еще не успела сделать, это просто помечено серым или никаким цветом. Так я понимаю, что мне еще надо сделать или что надо доделать. Или если у меня, например, в вопросе есть какой-то дополнительный момент, который надо уточнить, то я его выделяю красным, и тогда при проверке я все снова прекрасно вижу. Но особенность Notion не в том, что можно здесь красиво и безумно удобно все записывать, но и также в том, что у тебя есть возможность делиться этим со всеми своими одногруппниками и, скажем так, однокурсниками. Соответственно, те люди, у которых есть, например, вот эта вот ссылка, могут изменять и комментировать все лекции, и, например, как вы можете заметить, часть, например, вопросов были добавлены моими одногруппниками, что, конечно же, безумно удобно и ускоряет вашу совместную работу над заданием. Еще 2 года назад я записала видео про сессию. Если вы его еще не видели, то обязательно кликайте на подсказочку, в котором я говорила о том, что очень важна коллаборация. Годы идут, а советы, даже еще 2 года назад, которые я давала, они до сих пор остаются актуальными, потому что именно благодаря коллаборации, именно благодаря совместной работе вы выходите на новый уровень и быстрее и качественнее делаете различные работы. Поэтому, если вы уже использовали Notion, но никогда не использовали его в какой-то коллаборативной среде, обязательно попробуйте, я уверена, что вам понравится. Вы знаете, что я уже очень-очень долго учу английский язык, а если быть конкретной, то уже учу его 14 лет, и я до сих пор занимаюсь с преподавателем, потому что я не живу в какой-то англоязычной, англоговорящей среде, и ты не используешь язык, скажем так, on daily basis, то он очень-очень быстро скатывается вниз. Я изучала в школе китайский язык на протяжении 2 лет, поэтому, когда я, например, уходила на летние каникулы и в сентябре возвращалась на занятия, то ты ничего больше, кроме как «нихао» или хотела сказать «якчимаш». «Якчимаш» — это как дела по-польски, не по-китайски. Я не помню как. Какой кошмар. Я не помню как дела по-китайски. «Нихаома». Если у тебя давно не было практики, то ты не помнишь примерно ничего. Поэтому мне необходимо поддерживать свой результат, чтобы не скатиться вниз. Notion я использую именно в качестве сборника моих эссе. Например, вы можете видеть, что у меня есть здесь эссе, которые у меня были написаны, теги done and checked, соответственно, какое-то эссе, которое сделано, у меня написано done, а то, которое проверено преподавателем, оно написано checked. И есть колонка, скажем так, с моими оценками, grades, которая показывает мое отношение, не отношение преподавателя к этому эссе, а мое отношение к этому эссе, насколько, мне кажется, зашла мне эта тема, какое удалось
наиболее хорошо. Например, The College Years, если мы на него посмотрим, то, например, я считаю, что оно у меня получилось лучше всего. С начала этого модуля у меня появился такой предмет, как SWOT-анализ, который делается в коллаборации со своими одногруппниками, однокурсниками. И именно поэтому Notion как нельзя лучше подходит для этого предмета. На последних семинарах мы работали с компанией Азбука Вкуса, поэтому необходимо было сделать пестель-анализ и 5 L-портера непосредственно для этой среды. Здесь собраны все материалы для подготовки по SWOT, соответственно, это наша методичка, на основе которой мы вообще должны были делать анализ. И так как мы уже сделали и пестель-анализ, и 5 L-портера, то все наши наработки прикреплены прямо в этом приложении, и если мне вдруг понадобится, находясь где-нибудь на Камчатке, войти срочно в пестель-анализ и посмотреть, что я там делала, или, например, в 5 L-портера, то я могу нажать на это приложение и на эту скрепочку, и у меня сразу же появится все то, что мы делали. Я могу сразу же скачать это приложение, я могу сразу же скачать нашу презентацию и перенаправить ее обратно. Так я использую Notion в качестве приложения. Если вам понравилось это видео и вы почерпнули для себя что-то новое, то обязательно поставьте палец вверх. Я буду рада абсолютно всем вашим комментариям по поводу тем для будущих видео или по поводу приложений, которые вы сейчас используете в своем обучении, потому что именно комментарии позволяют мне пробираться сквозь алгоритмы YouTube, чтобы еще больше людей видели мои видео. Ну и просто не забывайте подписываться на мой канал, если хотите видеть больше моих видео. Я вас всех очень сильно люблю. Всем пока!